Сегодня я расскажу особенности туризма и дальних путешествий на электровелосипедах. Мы проехали более 1000 километров до Черного моря на 3 электровелах и забрались на вершину горы. Сегодня у нас разгрузочный день, мы хотим погулять здесь, отдохнуть, сгонять в Большой каньон и на море. Но и самое главное, подвести итоги нашей многодневной электровелоэкспедиции. Проснулись мы вот в таком месте, конечно же, очень сонные. Собираем свои вещи, будем ехать. Это вершина горы, внизу город Ялта. И что самое прикольное, нам ехать домой еще 1000 километров. Первый вопрос. Насколько же хватает батареи? Максимум нам удавалось проехать на одной зарядке 120 километров, но при условии, что мы интенсивно крутили педали. По факту же мы не разряжали аккумулятор в ноль, а заряжались там, где находили удобное место. Поэтому средний пробег у нас составлял от 50 до 100 километров между пунктами подзарядки. Так просто. Как просто раскладывается, так просто и собирается. Батареи у нас всех одинаковые, самодельные, спаянные из литиевых элементов с AliExpress. На 48 вольт 17 ампер часов. Это обычный электрочайник, но возникает вопрос, а где же мы в лесу возьмем 220? На самом деле все довольно просто. Мы его врубим от наших аккумов. Мощности в аккумуляторах на наших великах с головой хватит не только на этот электрочайник, а практически на любой мощный потребитель на 220 вольт. Сразу от одновременно 3 аккумуляторов снять напряжение. То есть на каждом где-то 50 вольт, 3 аккумулятора у нас дадут 150 вольт, почти 220. Вот такая вот у нас получается гирлянда. И это все дело запускаем в розетку. Оба, 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 оба! Вау! Вода взболтана фирменным образом. Пакетик. Прям туда мы его кинем. Можем зажать его крышкой, чтобы он не прислонял. Мы вот так сделаем. Это пакетированная каша пшеничная. Она очень вкусная и полезная. Ну, момент истины. Все в траве. Пошло? Да, горит. Супер. Слышите, слышите? Моментально вскипает. Вот так мы готовим кашу. Наша кашка уже сварилась. Остатком кипятка мы прогреваем нашу тушенку. Продуктосфера. Ох, да ты шо. Ух ты, блин, под давлением. Вау! Смотрите, какая классная тушеночка. Вот такой у нас туристический завтрак. Также обычным феном для волос мы ночью прогревали палатку, а на каждом велосипеде у нас установлена розетка на 220, чтобы прямо во время езды можно было заряжать телефон, камеру, фотоаппарат. Мы видим огроменный айпетринский муравейник. Сейчас я вам покажу инструкцию, как правильно питаться муравьиной кислотой. Говорят, она очень полезная. Ёшкин кот. Теперь поехали. Засовываем руку. Муравьи активизировались. Пошел процесс. Нифига себе. Ух, понюхай, как пахнет. А, фу, кислота прям в нос. Хочешь, может, целиком туда лечь? Да нет, это слишком. О! Жесть, они атакуют. Антон, не хочешь в муравейнике полежать? Нет, спасибо. Мы малёха сейчас разделились. Стасян поехал чинить велик, просто он у него аварийный совсем. И мы решили съездить на каньон, посмотреть, что там да как там. И тут у нас родилась идея. Не сделать ли нам фирменный клип от Криосана? Клип будет реально в нашем сельском стиле. Музыкальная тема, это немножко не формат. Поэтому мы хотим спросить у вас, подписчики, что вы думаете по этому поводу. Стоит или не стоит, а если стоит, то пишите свои идеи. Да это будет бомба, вы даже не представляете, что вы увидите. Вроде видно. В этом походе мы выяснили, что заряжать велики можно везде, где есть электричество. Где бы мы ни просили розетку, нам нигде не отказывали. Извините, не подскажете каньон большой, где здесь находится? Большой каньон. Но это вам до конца нужно будет спускаться точно. Мы заряжались в кафе, жилых домах, киоске, магазине и заправке. Полная зарядка 3 велосипедов жирает 3 киловатт-часа, а это по нашим ценам меньше 10 рублей. Мы везде предлагали оплатить стоимость использованного электричества, но почему-то никто не брал деньги. Я посчитал и вышло, что мы спалили электричество всего на 18 рублей каждый за всю дорогу в 1000 километров. Это считай даром. Вот почему никто деньги не брал. Для сравнения, это в 100 раз. Задумайся, в 100 раз дешевле, чем на моем бензиновом скутере Honda Dio. Да, электричество — это дешевый вид топлива.
Ребята, слышал, что Гавер поспорил с Огненным ТВ, у кого будет больше установок игры Викинги. И проигравший должен будет принарядиться в викингов и исполнить песню викингов. Я уверен, что у нас на Криосане самые преданные подписчики. И мы соберем больше установок игры по ссылке в описании под видео, чем они вместе взятые. А если вы не слышали о викингах, то это самая ламповая смесь стратегии и РПГ в стиле некоторых любимых игр из 90-х и 2000-х годов. Только все это в телефоне, в режиме онлайн, с реальными игроками, количество которых уже перевалило за 20 миллионов человек. Викинги — это постоянная борьба за ресурсы, конфликты между кланами и альянсами, интересные ежедневные инвенты. Поддержите команду Криосан, качайте викингов по ссылке в описании под видео. Получите 200 голды и бесплатный щит. Ищите нашу команду под ником Криосан. Вступайте в Криосан клан! Мы приехали в Большой каньон. Там очень резкий спуск, и этот спуск он идет через ступеньки, и поэтому на велосипедах не вариант. Мы их оставим здесь возле вывески Большой каньон и побежим вниз. Да, здесь только на реальном велике можно проехать. Каньон внизу, да, наверное? Нам туда или туда? Наверное, наверх. Капец прохладно. А знаешь, где-то пещера. Купаемся. О, нет. Вода на самом деле капец леденючая. Здесь даже люди умудряются искупаться в ней. Это угар. Пробуй сам. Да нет, боюсь заболеть. Да тут всего градуса 4-2. Да ладно. Ты залезешь? Да. Да ты что, с ума сошел? Я сумасшедший. Главное, не повторяйте, мы профессионалы. Так, там глубоко. Там еще и глубоко. А тут где-то ж ванна молодости есть, да, где все Да купаются? вот она и есть, ё-моё. Понеслась. Тут не сказать, что 2 градуса. Ничего. Она леденючая. Там аж в воде, короче, аж дыхание. Оно аж пропадает. Мы спускаемся к нашим великам, пьем кофе и едем дальше. В комментариях меня многие спрашивают, почему вы не взяли солнечные батареи. Да все просто. Даже если бы каждый из нас взял по большой метровой солнечной панели, нам потребовался бы целый день, чтобы зарядить наши велики, так как солнечные элементы пока что еще недостаточно эффективны. Напротив, чтобы меньше терять времени, я собрал суперзарядку из обычного сварочного инвертора, способную зарядить одновременно 3 велосипеда за час. Забегая вперед, скажу, что я сделал после поездки контрольный замер емкости. Но заметных потерь не обнаружил после года эксплуатации этого аккумулятора в тяжелых условиях. Помашите для видоса, ребят. Всем привет. Где посмотреть? Нариман говорит, пацаны, поснимайте, короче, лошадей, нас, от души. Ну, сейчас, короче, мы Санька посадим на лошадь. Саня никогда не катался на лошадях. Сейчас ему объяснят, как управлять этой штукой. Там, я знаю, ногой побил, да, по боку, она направо пошла. Ну, Санек, давай. Держишь пока. Да, ногами 50 на 50 упор лови. Под бока бьете, говорите, она идет. Да, Ничего себе здесь шатает. Космос. Это не велосипед. Не, ну как ощущение, Сань? На велике только очень высоко и сильно трусит. А ты посильнее бей по бокам, Сань. Прям так. Куда Тук-тук. же, ей же больно будет. Вот если поймать вот так инерцию, мне кажется, прям будешь вот так Мне когда скакать. рысью скачешь, надо приседать. Мы их подкармливаем зимой. О, пошла, А так у родимая. нас в каждом селе есть табун. Бывает по-разному. Вот 5 лошадей, бывает даже 15. И в каждом табуне есть жеребец, вожак. Они его слушают. Да. Там и с царевичами, там старые кобылы, которые уже. Огромное Удачи, тебе спасибо приезжайте. за классные впечатления. Ты расскажи, где вы находитесь? Гора Ипетри, смотровая площадка Шишко. По ценам дорого? Вот так вот 500 кататься? рублей 30 минут. Вот. Экскурсия по лесу. Мы оставили заряжаться наши велы на канатной дороге. На самый пик мы идем. На офигенные скалы. Да, пик Айпетри называется. Блин, это кажется тупик. Капец, если это тупик. Чё? Сюда, наверное. Да. Вообще какой-то капздец. Все, мы вышли на маршрут. Новый вид спорта. Бег по камням. Он наставальный. Ух, Чем дальше, тем больше камней. мы как будто по каменной пустыне идем. Бля, и там народ тусуется. Вот тот Аккуратно. конец, смотри, скоро отломится. Видишь, вот все скоро уйдет вниз. Да. О, кабинка спускается, смотри. О. С экстремалами. Сейчас я ее зумом. Понеслась. Я на зуме ее. И тут я вспомнил, что забыл свой телефон на руле в общественном месте. Жесть. Могут стырить. Не знаю, как это получилось. Спустились со скал, бежим к велосипедам. Надеюсь, телефон там не отжали. Иди проверять. На месте. Он еще и работает. Он еще и работает. Жесть. А мы зарядились.
Вот стоят наши велосипеды. Вот удлинитель. Этот удлинитель мы протащили прямо. Смотри, кошак грызет провод. Прикинь, его только как шибанет, и больше не будет кошака. И вот здесь вот розеточка. И мы запитали наши велосипеды прямо вот с этой розеточки. Вот наша еда, мы заказали ее заранее, чтобы успеть сходить на скалы. Кстати, хотим подчеркнуть один такой маленький минус электровелосипедов. Они перегреваются, если ехать очень долго в горку на большой скорости. А Антохи вырубился, сработала защита от перегрева. Пришлось пару минут проехаться на педалях. Но зато на спуске мотор можно использовать как генератор. И вместо того, чтобы стирать колодки, заряжать свой аккумулятор. Но рекуперация работает только у Стаса, потому что у него мотор прямого привода без шестеренок. Как я уже говорил, расход энергии настолько ничтожен, что можно кататься на электровелосипедах сколько угодно и платить за электричество копейки. Но во сколько нам обошлись сами электровелосипеды? На мой и Антохин велосипед мы установили бюджетный электрокомплект на 350 Вт всего за 12 тысяч рублей. Единственное, мы там усилили аккумуляторы, доплатив еще 6 тысяч. Но вот у Стаса на его самодельном велике стоит мощный мотор прямого привода на 1500 Вт. Его мы купили подержанным за 7 тысяч. Так что, как видишь, можно переоборудовать свой вел в мощный электробайк за сравнительно небольшую цену. Капец вид, да? Ну а теперь нас ждет огроменный спуск с вершины горы до самого моря. Самый бомбезный видон. Ну что я вам скажу, электровелотуризм – это круто. Да, да. Это вам не пешком тащить огромный рюкзак за спиной. Охренеть. И не нужно карабкаться в гору на безмоторном велосипеде. Ты просто едешь и наслаждаешься, а педали крутишь ровно столько, сколько захочешь. Кстати, усталость после дальней дороги не ощущается, как на мотоциклах. Все из-за переменной нагрузки. Ты то отдыхаешь, то крутишь педали, поэтому ничего не затекает. К тому же на вело можно заехать хоть на пляж или в горный заповедник, куда на мото не пустят. Наши моторы выдержали 1000 километров пути и горные подъемы. Ну, наконец-то мы в самом центре Ялты. Даже пластиковые шестерни не стерлись. Аккумуляторы, контроллеры и прочая электроника тоже работает нормально. Вот только велосипед Стаса постоянно ломался. Как ты думаешь, почему? У меня же с Антохой вообще ничего на велосипеде не ломалось. Даже колеса ни разу не пробили. Так что электровелосипеды – это надежная техника. Да тут просто нечему ломаться. Вода очень холодная, я только что попробовал, просто капец, градусов 10, наверное. Попробуй, что ты скажешь. У нас в Донце теплее намного. Ну чё? Смотри на Антоху, ему вообще в самый кайф. А прозрачная вода? Да, она чистая, я, прикинь, тебя выталкиваю. Погнали, Стас, что ты в натуре как это соленое, оно полезное. Полезная, но... Стас Сыкун. Кстати, оказывается, с Ялты несколько раз в день ходит прямой автобус в Луганск. Но как быть с велосипедами? Оказывается, если провернуть руль, снять сидушку и опустить переднее колесо, то велосипеды превращаются в багаж. А провоз багажа в автобусах дальнего следования бесплатный. Поэтому мы платим только за себя. Велики наши стоят. Ребят, понравился вам формат путешествий? Может сгонять зимой на электровелах в Кавказские горы? Пиши, что ты думаешь. Ну а мы отправляемся домой, запускать скутер на водороде. Я не верю. Что, вы выходите, чувак, да? я не верю, просто я не верю в это. Это человек Мой говорил, паспорт. который положу мастерку, чтобы точно не потерять. Да, они все с меня тоже выпали уже.